Привет, это Александр и канал «Читаем для вас». Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук? В качестве эксперта в этом вопросе обратимся к Ричарду Нисбетту, профессору психологии Мичиганского университета и одному из наиболее авторитетных психологов в мире. Он является членом Национальной академии наук и Американской академии наук и искусств. Его книга «Мозгоускорители. Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук» содержит много информации о продуктивном мышлении. Книга не столько полезна конкретными поведенческими рекомендациями, сколько интеграцией теорий из разных наук, мощно прокачивающих системное мышление. В этом видео обратим внимание на 6 действий мозгоускорителей, которые можно добавить в свое поведение после прочтения этой книги. Первое, что рекомендует Ричард Нисбетт, с уважением относиться к точкам зрения, не совпадающим с нашей. Люди часто думают: я вижу этот мир, как он есть, а у вас другая точка зрения из-за путаницы в мыслях, близорукости и эгоистичных мотивов. Уважать другие мнения можно, например, за счет фокусировки на контексте, ведь все в нашем мире относительно. Ричард Нисбетт призывает помнить, что любые взгляды и убеждения являются нашими собственными выводами, а не зеркальным отражением реальности. Рекомендация вторая. Автор книги «Мозгоускорители» предупреждает читателей о негативном влиянии стереотипов в отношении не только мнений других людей, но и самих людей, навешивания ярлыков. Особенно это касается мыслей о том, что, зная, как человек повел себя в одном-двух случаях, вы можете предсказывать его поведение в будущем. Будьте готовы признать, что люди меняются. Сделать это можно с помощью многократного анализа поведения человека. Чем больше выборка, тем больше вероятность, что мы приблизимся к объективности. Третья рекомендация. В случае работы со сложными задачами, которые сложно решить здесь и сейчас, Ричард Нисбетт рекомендует воспользоваться следующим алгоритмом. Формулируем задачу, набрасываем черновик решения, занимаемся другими задачами или даем себе возможность отдохнуть, получаем подсознательное решение, проверяем его сознательно. Четвертое. Автор книги «Мозгоускорители» рекомендует помнить о необходимости рассмотрения нескольких альтернатив, чтобы не понести расходы, связанные с издержками неиспользованных возможностей. Важно понимать цену действия, при котором теряется прибыль от лучшей альтернативы этому действию. Например, если мы собираемся вложить деньги, важно понимать, какая из альтернатив принесет большие дивиденды при меньших рисках. Принципиально рассматривать несколько альтернатив не только при решении рабочих задач, но и при отдыхе. Насколько продуктивно мы используем свое свободное время. Те ли дивиденды мы получаем. Важно при этом вводить разумные ограничения по количеству вариантов. Выбирайте между А, Б и В, а не от А до Я. Пятая рекомендация. Чтобы в век информации стать грамотным потребителем этой самой информации, Ричард Нисбетт рекомендует обратить внимание на логику. В логике есть несколько часто используемых конструкций. Например, все А являются Б, все Б являются В, значит все А являются В. Все массажисты – люди, все люди – земляне, все массажисты – земляне. Это доказательство обосновано, вывод верен. Все массажисты – люди. У всех людей есть перья. У всех массажистов есть перья. Это доказательство тоже обосновано, хотя вывод неверен. При фильтрации получаемой информации стоит обратить внимание и на содержание, и на причинно-следственную связь. Как можно проверить содержание на истинность? Стоит задать себе два вопроса, на которые нам нужно получить два положительных ответа. Существуют ли экспертные знания по данному вопросу? Сходятся ли эксперты во мнении по этому вопросу? Если же мнение, которого вы собираетесь придерживаться, это одна из возможных точек зрения, перепроверьте себя. Учитываются ли в точке зрения мнения остальных? Обращается ли внимание на природу несовпадения взглядов? Учитываются ли в точке зрения возможные формы компромисса? С содержанием логики определились, а как отследить причинно-следственную связь? Ричард Нисбетт рекомендует использовать для перепроверки так называемые диаграммы Венна. Массажисты. Все массажисты – люди. Все люди – земляне. На диаграммах Венна очевиден вывод, что все массажисты – земляне. Диаграммы Венна особенно полезны, когда переменных много. Автор книги «Мозгоускорители» приводит такой пример сложной логической конструкции. Это пересечение использования букв в греческом, латинском и русском алфавитах. Переменных много, а причинно-следственная связь считывается на раз-два. Шестой мозгоускоритель.
Ричард Нисбет рекомендует упрощать все, что возможно, двигаясь от наброска к черновику, от черновика к прототипу, от прототипа к тестовой версии, от тестовой версии к готовой модели. Этим правилом рекомендуют пользоваться и эксперты, которые консультируют стартапы, и гиганты типа Google, пользующихся правилом «готово лучше, чем идеально». Как один из способов упрощения, Ричард Нисбет рекомендует воспользоваться разбиением больших задач на мелкие, ведь сложное – это сумма простых составных частей. Хотите, чтобы системное мышление стало вашей суперспособностью? Канал «Читаем для вас» рекомендует книгу «Мозгоускорители. Как научиться эффективно мыслить, используя приемы из разных наук к прочтению целиком». Поддержите канал «Читаем для вас». Подписывайтесь, ставьте колокольчик, ставьте лайк, делитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, ссылки на которые вы найдете в первом комментарии к видео. Буду рад вашей обратной связи в комментариях и до новых обзоров!